Здравствуйте, подписчики и гости канала «Страницы судьбы». С вами Виктория. Тема видео посвящена профессиональной деятельности и как ее выбрать, основываясь на принципе нумерологии. У нас будет матрица, похожая на квадрат Пифагора, однако с квадратом Пифагора она не связана. Это энергетический квадрат. И здесь важно понять, что дата рождения не случайна, и человек приходит в мир уже с набором качеств. И вот эти качества наиболее полезно и наиболее важно реализовать в профессиональной деятельности. Тогда, в общем-то, подтянется и личная жизнь, ну и другие все сферы жизни, жизнь будет гармоничной. Ну что ж, приступим, и по ходу, если что, я буду добавлять некие моменты, которые будут вам полезны и интересны. Возьмем дату 25 января 1978 год. Все, что нужно нам сейчас сделать, внести каждую цифру вот в такой вот квадратик. Вносим следующим образом. Единицы. Вот у нас две. Двоечка. Вот. Далее это место для троек, но у нас их нет. Место для четверок, у нас их пока нет. Пятерка. Шестерок тоже нет. Семерка есть. Восьмерка есть. И одна девятка. Далее нам нужно выполнить одно несложное действие. Таким способом считается число судьбы. И я думаю, многие знают, как это делать. Все, что нужно, это сложить все цифры в дате рождения между собой. Давайте это и сделаем. 2 плюс 5, плюс 1, плюс 1, плюс 9, плюс 7, плюс 8. В итоге у нас получается 33. Хочу обратить ваше внимание, если у вас здесь получилось однозначное число, вы на нем и останавливаетесь. Дальше вам считать нечего. Если у вас получилось двузначное число, тогда мы переходим ко второму действию. Его нужно редуцировать. То есть двузначное число нужно представить в виде суммы цифр, которые входят в состав этого числа. В данном случае у нас 3 плюс 3. Получается 6. Итак, я хочу обратить ваше внимание, если у вас второе число получится двузначным, ну, например, будет там 8 плюс 3 – 11, вы оставляете 11. То есть двойку из него не надо. Доводить до однозначного числа не нужно. Теперь вот эти вот полученные числа тоже нужно внести в эту матрицу. Но мы их вносим уже с некой пометочкой. Давайте мы будем помечать их с точкой. Что нам нужно внести? 2 тройки и 1 шестерку. Чтобы они отличались от чисел, которые в дате рождения, да, мы их вносим с некой вот такой вот пометкой. И шестерку точно так же вносим. Теперь мы видим, у нас в матрице не остается одна пустая ячейка. Здесь мы ставим прочерк. Итак, прежде чем перейти к значению ячеек, я хочу сказать, что заполненные ячейки без пометок, они говорят о тех самых возможностях, которые идут по дате рождения, о тех качествах, которые есть по умолчанию, но в какой степени они развиты, конечно, зависит от человека. Ячейки с прочерками говорят о том, что этих качеств изначально нет. Но они не отрицают той возможности, что их, конечно же, можно развить, но для их развития потребуется и много сил, и много времени, и, в общем-то, целенаправленная работа. Но обратите внимание, я еще раз говорю, что это не значит, что их невозможно развить. Изначально их нет.
И ячейки, где у нас с точкой, бывает так, что комбинированные эти ячейки, но каждая цифра с точкой дает качество, которое человек, будь то подсознательно или осознанно, развивает сам. То есть он избирает этот путь для того, чтобы добиться своей цели, своих желаний и так далее. То есть это то, что развивается, не совсем целенаправленно. Вот иногда просто подсознательно, да, человек знает, как поступить в определенных условиях. Иногда человек, например, прибегает умышленно к этому качеству и вырабатывает в течение своей жизни сам, но это происходит достаточно органично. Теперь давайте посмотрим. Но у нас достаточно гармоничная матрица получилась. Нет всего лишь одного числа, но одна ячейка всего лишь пустая. И такое редко бывает, но тем не менее нужно понимать, что если, например, человек растет или живет в достаточно гармоничных условиях, у него все хорошо складывается, его жизнь наполнена, у него хорошая база, то очень часто возникает ложное ощущение, что это качество есть. И такое, знаете, заблуждение, убеждение, и поэтому так часто многие выбирают неправильно, скажем, свое направление, да, и получается, что там, я не знаю, оканчивают университеты, несколько лет пытаются работать по профессии, и где-то в среднем возрасте понимают, что это не их стезя. Это как раз из-за того, что матрица хорошо работала в целом, и она восполняла вот эти вот недостающие ячейки. И у человека складывалось ложное мнение. Но когда он попадал в профессиональную среду, то здесь возникал как раз тот момент, что человек уже понимал, что что-то не так, что-то не подходит, что работа как каторга. Может быть, у него и знаний хватает, может быть, у него как бы и есть интерес к этой профессии, но, понимаете, вот дается ему все с трудом. И работа это, кажется, действительно уже пытка. И чем дальше, тем, в общем-то, ощутимее. Ну, а теперь давайте перейдем к значению ячеек, потому что за каждой ячейкой стоит определенное качество. Итак, ячейка 1 – это прежде всего умение планировать свою деятельность, идейность, взгляды, собственная стратегия. То есть единицы – это идея, это такой импульс, насколько человек вообще готов загораться новыми идеями, насколько он готов менять взгляды и насколько он деятелен. Двойка – это то, насколько у человека достает энергии на общение. Это умение общаться, это внутренний магнетизм, который, в принципе, дает удовольствие человеку от общения, и не только ему, а и его же, так сказать, собеседнику. И эта ячейка указывает на хороших исполнителей, людей, которые готовы довести начатое до конца. То есть если у человека в гармонии единицы и двойки, то здесь удивительный симбиоз, да, когда человек что-то начинает, и у него достает энергия, чтобы это довести до конца. Тройки отвечают за умение принимать решения оперативно и действовать по ситуации. Это, в принципе, люди часто с двумя тройками и более имеют, в общем-то, собственный бизнес или могут быть даже, занимать какие-то старшие должности, я имею в виду не связанные
с управлением, а, например, вот если приближаться, там, допустим, старший продавец в магазине, да, или администратор в ресторане, или администратор гостиницы. То есть это те люди, которые могут, во-первых, из такого бизнеса, ну, превратить его в клондайк, и у него всегда будет и поток клиентов, и благодарный такой послушный персонал, и его практически невозможно поставить в тупиковую ситуацию, потому что человек всегда найдет решение. И при этом нужно понимать, что этот человек основывается не на какие-то силовые методы, а прежде всего это благоразумие, совесть, нравственность и, скажем так, то, что помогает в целом, ну, если глобально сказать, бороться со злом, да, то есть он будет пытаться все это решить, любой конфликт. Вот, например, почему я привела магазин в пример, потому что часто бывают какие-то конфликтные моменты, да, ну, или сфера обслуживания в целом. И вот здесь вот этот человек максимально займет правильную сторону и сможет как бы выйти победителем, да, при этом не навредив ни бизнесу, ни клиенту, но все по справедливости разрешить. Далее ячейка номер 4 говорит о здоровье человека и вообще о его сильной генетике. И здесь также эта ячейка отвечает за психологическую и эмоциональную устойчивость. Соответственно, хорошо, чтобы эта ячейка была заполнена у каждого, но если ее нет, то на это нужно обращать внимание и как бы тогда укреплять здоровье и вести, в общем-то, здоровый образ жизни и всячески заботиться о себе, да, то есть понимать, что это, допустим, слабое место, потому что и как бы человек не был дипломатичен, как бы он не мог действовать по ситуации, если у него не достает четверок, то он теряет свое здоровье, растрачивает свою энергию больше, чем нужно, и, соответственно, действует во вред себе. То есть он может, допустим, уладить конфликты, но он понесет как бы потери, связанные со здоровьем. Далее у нас идет пятерка. Пятерка вообще достаточно интересная, так как она в самом центре и является таким фундаментом, основой. И здесь часто называют вот это место в такой матрице копилкой знаний, копилкой жизненного опыта и, в принципе, готовностью человека работать на благо других. Но благо других здесь не имеется в виду какой-то конкретный человек, а в целом на человечество, на мир, потому что эта ячейка отображает дипломатов. Эта ячейка отображает умение найти контакт и ладить с любым человеком, да, восстановить вот ту самую связь, найти подход, уловить какую-то, может быть, мелкую деталь, чтобы выстроить перспективу. Да? То есть человек с пятеркой, он не будет умышленно разрушать отношения, обострять конфликты. Он всегда будет думать о том, что хорошо бы решить конфликт мирным путем. Да, допустим, хорошо бы, скажем, есть такая поговорка «таскать каштаны из огня». Да? То есть вот пятерка в этом плане, она действительно основополагающая. И если, допустим, мы берем сочетание ячеек 2 и 5, то они очень хорошее сочетание, которое указывает на человека, который действительно обладает вот этой магией внутри, да, магнетизмом, когда человека слушают, когда за ним идут, и когда он является достаточно притягательным. И если четверка еще к этому добавлена,
то человек, кроме своих интеллектуальных и коммуникабельных вот этих способностей, он еще обладает и внешней привлекательностью, потому что вот сочетание этих качеств, да, когда мы понимаем, что с человеком хочется продолжать говорить бесконечно, когда вы хотите идти ему на уступки, и когда, в принципе, понимаете, что человек прав. И здесь действительно не лукавство, не коварство, а вот такое вот качество. Далее у нас идет шестерка. Ну, шестерка — это вообще люди, которые несут гармонию в мир, красоту, и часто это происходит плодами своего труда. Поэтому мы далее поговорим, как это отображается в линии. У кого-то шестерка может быть показывать людей, которые, ну, действительно своими руками что-то создают. У кого-то же, если сильная интеллектуальная линия будет, то это могут быть и политики. В принципе, люди с шестерками, ну, более чем одна даже, они доверяют другим людям, склонны доверять. Во всяком случае, вот в нашем случае здесь человек должен этому учиться, научился, наверное. Они также умеют, скажем, ладить с людьми, но посредством каких-то уже материальных моментов. И у этих людей хорошая такая практичная интуиция. То есть, если мы говорили о пятерках, то здесь человек просто знает, что нужен, ну, как бы мирно решать любой вопрос и видит в этом потенциал, то шестерка точно знает, где и когда, допустим, этот человек может пригодиться, или, ну, это обстоятельство может чем обернуться, в общем-то, впоследствии. Семерка, ну, это прежде всего таланты от Бога и зачастую художественные таланты, то есть музыка, слово, да, там литературный талант, возможно, ну, все что угодно, художественный талант. И, в общем-то, по семерке мы всегда судим, насколько одарен человек от Бога этим талантом. Но таланты бывают разные, да, у каждого. Кроме талантов, это логика, врожденная логика, последовательность в действиях, сила воли, но сила воли, которая идет от уверенности, что ты находишься под защитой свыше, да, то есть вот такое сочетание. И если у человека присутствует, допустим, более одной семерки, две семерки, то все-таки ему нужно прислушиваться больше к себе и искать те самые таланты, которые, может быть, не были развиты в детстве или как-то воспринимаются несерьезно. Либо же искать воплощение их реализации в современной профессии. Далее восьмерка. Восьмерка часто показывает людей, которые являются продолжателями династий. И они очень часто, если есть две восьмерки, более, это люди действительно вливаются в династию и с гордостью продолжают семейное дело или семейную профессию, либо же выбирают профессию, связанную с гуманным отношением к людям. Но для них важно действительно поддерживать дух рода и энергетическую связь с людьми, которые близки по духу, да, в ком они видят авторитет. Девятка – это возможность предчувствовать события, хорошая интуиция, но уже более глобальная, чем в шестерке, потому что шестерка – это только практичность, ну, можно сказать, выгода своя и близкого окружения. Девятка – это человек, который, опираясь на свой опыт, на свой интеллект, на свои знания, может глобальные делать выводы. При наличии пятерки
Это, в принципе, вообще, можно сказать, провидец. Это торжество разума, интеллекта и мудрости. Вот такие вот значения ячеек. А сейчас мы будем просматривать линии и будем пробовать уже смотреть сочетание линий, возможное сочетание линий с привязкой к определенной профессии. Итак, давайте возьмем, я вам буду показывать, линия 1, 4, 7. Это линия медицинского образования. Поэтому, если у кого-то заполнена эта линия, и вы еще находитесь в поиске профессии, то обратите внимание на медицинские темы. Это, конечно, могут быть не только врачи, это могут быть и околомедицинские темы. Ну и если, допустим, вы не пошли по линии медицинского образования, все равно люди могут, знают, как заботиться о своем здоровье, могут дать дельный совет и интуитивно хорошо владеют медицинскими вопросами. Да? Буквально вот понимают, что, почему и как происходит. Если заполнен вот первый столбец хорошо, и вообще этот столбец указывает на трудолюбие, гуманизм, и часто вот здесь вот идут люди с профессией педагогов, коучей, это могут быть, в принципе, и блогеры, и люди таких профессий, которые стараются своими действиями, своими знаниями изменить мир, да? И, соответственно, изменить его к лучшему. Поэтому я еще раз повторюсь, это линия столбец педагогов, столбец гуманистов, столбец, если есть тройки, хороши для тех, кто занимается IT-технологиями и, в принципе, хорошо для лидеров. Соответственно, здесь нужно, конечно, смотреть на соотношение каждой ячейки в отдельности, но, тем не менее, заполненность дает вот такие характеристики. Далее мы смотрим очень важную горизонталь 3, 6, 9. Это своего рода такой фундамент, основа и очень интересная линия. Линия, которая часто показывает политиков, крупных бизнесменов, удачливых бизнесменов. Но мы знаем, что удача – это не просто везение, а результат плодотворного труда. Это также люди, которые любят естественные науки, и это могут быть биологи, химики, географы. Часто крупные аграрии попадают тоже в эту категорию, потому что сильный фундамент и напрямую буквально как заземление, связь с землей, и соответственно здесь все пригодится. И стратегия, да, действия по ситуации, и то, что люди несут гармонию в мир, и то, что умеют предугадывать события. Очень часто с этой линии сейчас модно и такое направление, как handmade, тоже люди несут своим трудом красоту в мир, пытаются его улучшить. Ну и все, кто занимается цветами, да, то есть и красиво, и, в общем-то, может проявиться как хобби. Также по этой линии часто бывают люди, которые занимаются кулинарией, да, там повар, кондитер, тоже вот такие вот, скажем, земные, понятные профессии. Но также напоминаю, что здесь и политические амбиции, вот как, в общем-то, в нашем случае. Далее смотрим столбец 4, 5, 6. В общем-то, этот столбец всегда указывает людей скорее не определенной профессии, а тех людей, которые готовы действовать в духе времени
которые легко усваивают знания, которые могут усвоить новинки технологий, предугадывать эти события, которые могут быть, в общем-то, желают учиться на протяжении всей жизни. И, в общем-то, здесь возраст не имеет значения. Очень эта сильная линия была, если я не ошибаюсь, у Стива Джобса, потому что у него там много, 3 или 4 пятерки даже было. И все мы понимаем, насколько, в принципе, это был дальновидный человек. Так, далее. Ну, конечно, по этой линии еще часто бывают и как изобретатели, и так менеджеры, которые предвидят события. Да, за несколько лет они могут уже, скажем, уловить новые веяния и будут стараться реализовать раньше других их в жизни. Это касается, в принципе, не только технологий, но также экономики, финансов и, в общем-то, всего-всего, что дает нам будущее. Далее давайте посмотрим другую среднюю линию 258. В общем-то, вся эта линия у нас очень связана с гуманизмом, с умением общаться. И когда у человека она вот таким вот образом заполнена, то мы понимаем, что действительно это человек, дипломат по своей сути, это человек, который уважает, почитает и традиции, и готов к новым веяниям, и может найти подход к любому человеку, и общается с удовольствием. И общаться с ним тоже одно удовольствие. Поэтому это гуманные люди, да, максимально принципы гуманизма, в общем-то, они несут по жизни. Также для этих людей важен процесс. Да, то есть они не идут к результату любым путем, да, после нас хоть потоп, им важен именно и сам процесс, ну и, конечно, какой результат они получат. Но по головам такие люди, как правило, не идут и не способны. Это также линия философов, линия людей, которые могут работать в сфере искусства. Например, они могут не иметь своего таланта, своей одаренности, но они могут быть, допустим, менеджерами какого-то человека, да, или могут иметь, там, я не знаю, картинную галерею, или как бы помочь даже просто своему близкому человеку развить талант. Да? То есть они могут это увидеть и знают, как этого достичь. Далее, 7, 8, 9. Вот этот столбец. Это, конечно, творцы, это таланты. И здесь уже нужно смотреть, какая ячейка больше развита, потому что если, допустим, мы возьмем семерки, то, конечно, здесь у нас, получается, могут быть и актеры, и художники, и писатели, и музыканты. Да? Если это будут, допустим, девятки в большей степени, то это могут быть реформаторы, технологи, методисты. Если к этой ячейке добавляется еще пятерка, то это могут быть изобретатели. То есть в любом случае достаточно интересная ячейка, но здесь уже нужно смотреть, что доминирует и, в принципе, насколько она гармонична. Потому что, напоминаю, что вот столбец, он нам и линия, они задают как бы вектор, направленность, но ячейки указывают, какое качество в этой линии доминирует, а что нужно, допустим, либо развивать, либо, в общем-то, дополнять основное качество. Далее, что у нас осталось? У нас остались диагонали, очень важные. Да? Диагональ 3, 5, 7. Заполненность этой диагонали указывает часто на людей, которые работают, в общем-то, не на словах, а на деле борются со злом. Это люди, которые рискуют своей жизнью и вообще способны служить как человечеству в целом, так и, допустим, каким-то идеям. Поэтому по этой линии часто у нас проходят военные,
спасатели, пожарные. Также это сильная юридическая линия, но опять-таки мы помним, что это то, что дано от Бога, поэтому это должны быть, допустим, те же адвокаты или прокуроры, которые честно борются со злом, да, то есть не ради финансов, да, то есть эта линия достаточно честолюбивых людей и линия людей, которые готовы жизнь положить ради чести, ради совести, в общем-то, себя щадить не будут. Дальше диагональ 1, 5, 9 – это люди, профессия которых может быть связана с развитием человека. Что мы под развитием понимаем? Конечно же, это начинаются воспитатели, да, детские сады, младшие классы в школе. Это также могут быть психологи, которые помогают человеку раскрыть себя. Это социальные работники, это люди, профессия которых связана с милосердием. И, в принципе, если люди не находят себя в этой профессии, да, ну, что-то выбрали другое, то часто эти люди могут также участвовать в благотворительных всевозможных течениях, все это поддерживать, и делают этого от чистого сердца. Я еще забыла об одной важной профессии будущего, да, на которую следует обратить внимание. Она относится к линии 3, 6, 9. Это, конечно же, экология, да, потому что вот как-то вылетела с нынешними событиями эта профессия. Экологи, профессия будущего. И если она действительно сильно развита у вашего ребенка, то здесь нужно понимать, что, может быть, имея какие-то знания, или там, будучи химиком, биологом, или просто человек может на теме экологии даже сделать политическую карьеру. Что я еще хотела показать именно в этой матрице интересного? Почему я ее выбрала? У нас здесь есть две заполненные диагонали. 1, 5, 9 и 3, 5, 7. Да? То есть вот если вы видите в такой матрице, что две диагонали полностью заполнены, это говорит о том, что человек в течение своей жизни все равно будет поставлен перед фактом, что он обязан выполнить свою миссию, которая возложена на него, если так можно сказать, свыше. В нашем случае мы видим, что у человека есть две ячейки, где у нас полностью заполнены качествами, которые человек развивал в себе, да, сам, подсознательно, осознанно, но тем не менее он вырабатывал течением своей жизни. И приходя уже к своему золотому возрасту, да, так называемой к середине жизни, все-таки судьба его вывела на его основную миссию, и которую он выполняет и выполняет с честью сейчас. Поэтому здесь нужно понимать, что такой человек, он либо изначально найдет свое дело по душе, которую даже сложно назвать работой, да, это миссия, это высокое звание какое-то, да, или же он все-таки придет, но уже в середине жизни через другие профессии, может быть неосознанно, может быть нецеленаправленно, но обстоятельства все-таки вынудят этого человека выполнить свою миссию. Что я еще хотела сказать по поводу вот этих энергий и как бы что дают личные наблюдения. Очень часто люди как бы считают профессиональную деятельность и занятость чем-то оторванным от личной жизни и жалуются, допустим, на то, что у них в личной жизни есть какие-то проблемы, не везет что-то, да, что-то не получается, как-то не складывается.
И тогда я, в общем-то, и советую вам, и советую тем людям обращать прежде всего внимание на то, как вы расходуете свою энергию. Насколько ваша работа вам подходит, насколько она нравится, насколько действительно внесет в вашу жизнь гармонию. И когда мы рассматриваем профессиональную деятельность и, в общем-то, таланты человека, то, что у него заложено, и то, как он действительно реализует их в своей жизни, то получается, что усилия, которые мы прилагаем для работы, да, для зарабатывания денег, часто обворовывают нашу личную жизнь. Мы вынуждены жертвовать своими качествами, своими возможностями. И часто, допустим, поменяв карьеру, поменяв работу, поменяв род деятельности, или даже можно в одной профессии найти все равно нишу, которая ближе вам по талантам, по дарам, налаживается параллельно и личная жизнь. То есть связь это абсолютно однозначная, потому что все-таки вот этот квадрат, он отвечает не только за профессиональные навыки, а и за навыки общения. Одна часть жизни не существует локально от другой. И если человек не реализует свои таланты в профессии, то, значит, он их неуместно реализует в своей личной жизни, либо стремится к этому. Поэтому и возникают, допустим, конфликты с близкими людьми. Так что ищите профессию по вашим дарам, да, по тем возможностям, которыми одарила вас природа, и будет вам и личное счастье, и счастье в общении с близкими людьми, и жизнь будет гармоничной и насыщенной.